Бритни Полинг, молодая 24-летняя мать, наблюдала из окна кухни, как ее сын Чарли играет во дворе с их любимцем, лабрадором по кличке Купер. Пес, как всегда, был полон энергии, носился по двору, заставляя Чарли заливаться счастливым смехом. Никто не мог предположить, что этот мирный вечер станет началом настоящего кошмара. Бритни помнила тот момент, когда впервые привела Купера домой. Крошечного щенка с неуклюжими лапами и добрыми глазами. Чарли тогда не мог поверить своему счастью. У него наконец-то появился настоящий друг. Они были неразлучны с первого дня, проводя вместе каждую свободную минуту. Купер, несмотря на свои внушительные размеры, всегда был очень нежен с маленьким Чарли, словно понимал, что должен защищать своего юного хозяина. В тот роковой вечер Бритни заметила что-то странное на шерсти Купера, когда тот вернулся с прогулки во дворе. Сначала она не придала этому особого значения. Собаки часто приносят на себе следы своих приключений. «Наверное, опять залез в какие-то кусты», — подумала она, рассеянно почесывая Купера за ухом. Но что-то заставило ее присмотреться внимательнее. При ближайшем рассмотрении то, что она приняла за обычные колтуны или следы от насекомых, вызвало у нее смутное беспокойство. Бритни включила верхний свет и начала осторожно раздвигать густую шерсть Купера. То, что она увидела, заставило ее сердце замереть. На коже собаки виднелись странные отметины, похожие на маленькие круглые ранки. Купер, обычно такой энергичный и игривый, теперь лежал смирно, позволяя хозяйке осматривать себя. В его больших глазах читалась какая-то особенная грусть, словно он пытался рассказать ей о случившемся. Бритни провела бессонную ночь, то и дело проверяя состояние собаки, а утром она первым делом позвонила в ветеринарную клинику. Доктор Джек Хэмилтон, местный ветеринар, имел репутацию опытного специалиста, но даже он не был готов к тому, что обнаружил при осмотре Купера. Каждая найденная рана, каждый извлеченный из нее металлический шарик заставляли его лицо становиться все мрачнее. Бритни стояла рядом, прижимая к себе испуганного Чарли, который не понимал, почему его лучший друг сейчас лежит на холодном металлическом столе. История становилась все страшнее с каждой минутой осмотра. 21 снаряд, 7 металлических шариков, цифры звучали как страшный приговор. Более 50 ран на теле собаки рассказывали историю чудовищной жестокости. Одна пуля едва не задела глаз Купера, другая застряла в ухе, третья — в колене. Каждая извлеченная пуля добавляла новую главу в эту историю безумной жестокости. В те дни, когда Купер находился в ветеринарной клинике, Чарли каждый вечер раскладывал игрушки своего друга в идеальном порядке на полу своей комнаты. Плюшевый кролик, потрепанный мячик, любимая косточка — каждый предмет хранил память о счастливых днях, проведенных вместе. Мальчик засыпал, обнимая старый ошейник Купера, который мама сняла в первый день в клинике. По ночам Бритни часто слышала, как сын разговаривает во сне, зовет своего четвероногого друга. В такие моменты она сидела у его кровати, гладила по голове и шептала, что скоро все будет хорошо, хотя сама не могла сдержать слез. Каждое утро начиналось с одного и того же вопроса. «Мама, мы сегодня поедем к Куперу?» Полиция города отреагировала незамедлительно. Сержант Майкл Селлер лично возглавил расследование. Следы на деревьях во дворе Полингов рассказали свою историю. Кто-то методично, словно в тире, расстреливал беззащитную собаку. Траектория выстрелов указывала на дом соседа. Стивен Вудвард, сосед Полингов, казался обычным человеком. Никто не мог предположить, что за стенами его дома скрывается такая тьма. Открывшаяся при обыске картина шокировала даже видавших виды полицейских. Кроме оружия, использованного против Купера, дом был напичкан наркотическими веществами и приспособлениями для их употребления. Картина преступления становилась все яснее и страшнее. Теперь мучителя животных однозначно ждал длительный тюремный срок.
Доктор Хэмилтон позже признался, что за 20 лет практики он не видел собаки с такой силой духа. Каждая процедура извлечения пуль была мучительной, но Купер лежал спокойно, словно понимая, что ему пытаются помочь. Только иногда, когда боль становилась невыносимой, он тихонько скулил, и этот звук разрывал сердца всего персонала клиники. В полицейском участке история Купера тоже не оставила никого равнодушным. Детектив Селлер каждый вечер задерживался допоздна, перепроверяя улики. Его напарник шутил, что он относится к этому делу более серьезно, чем к некоторым убийствам. «Потому что это и есть попытка убийства», — отвечал Селлер, разглядывая фотографии ран Купера. Пока полиция собирала улики, а ветеринары боролись за здоровье Купера маленький, Чарли не отходил от своего четвероногого друга. Он приносил свои любимые игрушки в ветеринарную клинику, рассказывал Куперу сказки и обещал, что скоро они снова будут играть вместе. Эта детская вера в лучшее придавала сил и Бритни, которая разрывалась между работой, заботой о сыне и постоянными визитами в клинику. Однажды утром, когда Бритни привезла сына навестить Купера, произошло маленькое чудо. Вместо того, чтобы лежать в своем уголке, пес медленно поднялся и, прихрамывая, подошел к мальчику. Чарли замер, боясь пошевелиться, а Купер осторожно лизнул его ладонь, как делал всегда, приветствуя своего маленького хозяина. Медсестры украдкой вытирали слезы, наблюдая эту сцену. Постепенно Купер начал поправляться. Антибиотики делали свое дело, раны затягивались, а в глазах собаки снова появлялся привычный озорной блеск. Но Бритни знала, что некоторые раны не видны глазу, раны в душе ее маленькой семьи, которая столкнулась с такой бессмысленной жестокостью. Постепенно жизнь возвращалась в нормальное русло, но что-то неуловимо изменилось. Бритни стала замечать, как Купер перед сном обходит все комнаты, словно проверяя, все ли в порядке. Он научился различать звук приближающейся машины Бритни и всегда встречал ее у двери, как будто говоря: «Я здесь, я защищаю наш дом». В солнечные дни Купер подолгу лежал на крыльце, наблюдая за птицами в саду. Иногда к нему присоединялся Чарли, и они могли часами сидеть в уютном молчании, наслаждаясь покоем и безопасностью родного дома. В такие моменты Бритни украдкой фотографировала их, понимая, что эти мгновения — самое драгоценное, что у нее есть. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.